Доброе утро. Ё-моё, 10:37, я проспал школу. Дети меня спалили, что я их снимал, теперь могут в суд за это подать. Лёва, быстрее, мы опаздываем, быстрей. Лёва, собирайся. За что я люблю сыроедение? Вот за это. Один банан съел и побежал. Мусор надо сегодня выкинуть. Видите, как питаюсь? Одни бананы и гранаты у меня. В Швейцарии просто так мусор не выкинешь. Контейнеров мусорных нету. Специальная машина приезжает раз в неделю. Поэтому приходится вот так трамбовать мусор и ждать, пока его заберут. В каждом районе Швейцарии разные пакеты. И вот такой пакетик стоит $2. То есть, чтобы выкинуть мусор, вам нужно $2. Поэтому мы трамбуем все до последнего, чтобы чуть сэкономить на пакетах. Вроде сегодня уже потеплело. Так, все, надо быстро бежать. Есть шанс еще, что успеем. Пока едем, можно еще покушать. Вот, тем мне и нравится сыроедение, что можно есть где хочешь, когда хочешь. Ты всегда, в принципе, не голодный. Кстати, интересный факт о Швейцарии. Вы, наверное, заметили, что я машину совершенно не грел. Здесь машину греть нельзя. Вон какой интересный аппарат едет. Вот такой вот нонсенс. До сих пор я к этому привыкнуть не могу. Потому что в России, сами знаете, да, летом даже 3-4 минуты машинку нужно прогреть. Но если зимой, так вообще минут по 20 люди греют. Потому что холодина, от снега нужно очищать. Смотри, как классно. 3 дня назад снимал, еще и снег везде лежал. А сейчас уже зелень повсюду. Швейцарцы очень трепетно относятся к природе, и когда машина работает в холостую, они считают, что выделяется очень много вот этого углекислого газа. И если ты, не дай бог, стоишь, греешь свою машину где-нибудь возле своего же двора, и какой-нибудь твой сосед увидел, что ты это делаешь, он может запомнить твой номер, записать и тут же обратиться в полицию. То есть здесь это в порядке вещей. Сосед может тебе улыбаться, вы можете с ним мило общаться, но если ты нарушаешь какой-нибудь закон, все, он тебе уже не друг, он тебя первым, кто сдаст в полицию. Вот, а здесь снежок еще лежит. Сами швейцарцы даже говорят, что им полиция не нужна, потому что каждый швейцарец – это полицейский. Их так воспитывают с самого детства, стучать друг на друга. Это вообще не считается зазорным. Кстати, вот еще интересный, вспомнил момент про выброс мусора. У нас можно выбрасывать мусор только по понедельникам. И один раз, что-то мы то ли дни перепутали, то ли куда-то уезжали и решили оставить мусор в воскресенье вечером. В воскресенье вечером выставить возле дома. И представляете, нам потом приходит штраф $50 за то, что мы выставили мусор не в тот день. И мы очень долго не могли понять, как же они вычислили, что это именно наш мусор. В округе же не только мы живем, не только наш домик. Оказывается, когда мусор приходит на распределительный пункт, его же начинают сортировать, и там лежало какое-то письмо. Письмо на наше имя, что какой-то документ, может быть, пришел, и мы это письмо выкинули. И вот по этому письму вычислили, что это именно наш мусор. Что ты пропустишь меня? Хорошо, что еще за письмо не оштрафовали, потому что за бумагу, за картон, который ты выкидываешь в мусор, тоже может быть штраф. Такие вещи, как письма, газеты, выкидываются в один день, картон. Такие вещи, как стеклянные бутылки, банки, в другой день. Жестяные, алюминиевые вещи в третий день. И вот постоянно дома у тебя такая сортировочная база. Все сортируешь, бутылочки, баночки отдельно. Кстати, один раз, когда я ездил в магазин на окраину города, я там увидел мусороприемное вот это вот отделение, мусорный распределитель. Вот хочу туда съездить, потому что там, мне кажется, будет очень интересно посмотреть. Когда мимо проезжаешь, там почему-то открыты ворота, и прям все видно, что внутри творится.
Вот попробую на днях проникнуть на территорию и заснять, как здесь происходит переработка мусора. Про сыроедение пару слов, да, упомянул. Вы, кстати, смотрели мой ролик «Как набрать массу 5 килограмм на сыроедении». Парни, посмотрите, очень полезная информация, кого это интересует набор массы, потому что за месяц я набрал аж 5 килограмм. Ну все, у нас конкретная весна здесь. Все, вот тоже говорят, сыроед, мало энергии. Да вообще отличная энергия. Мы знаете, сколько мешков муки каждый день таскаем? Ну, вот, и на тренажеры я хожу спокойно, хватает сил. Вот сейчас сел 1 банан и 1 яблоко. Все, на все утро я заряжен энергией. Почему я сейчас это все рассказываю? Да потому что у меня классное настроение. Я заметил, что я не опаздываю. Мне нужно в школу попасть в 9:50. И когда я проснулся, я посмотрел на свой московский телефон, в котором еще московское время стоит. А там разница на 1 час. Мой местный телефон, который настроен на местное время, он разрядился, iPhone мой. А этот телефон показывает московское время на час больше. Поэтому я постоянно это забываю и думал, что я уже опоздал. Так что мы приедем с хорошим запасом. Так, вопрос, зачем я еду в школу? Здесь в школах не бывает столовых. Удивительно, но факт. И школы иногда договариваются с булочными, чтобы булочники поставляли им продукцию. Там, булочки, круассаны. Ну, то есть, чтобы дети в паузу, вот обычно у них пауза начинается в 9:50, ну, перемена по-русски, да? Вот, чтобы дети могли покушать булочек. Видите, люди уже выставили свой мусор. Обычно в школу мы возим булочки с ветчиной, простые сдобные булочки, круассаны с шоколадом и простые круассаны. То есть такой стандартный завтрак для швейцарского человека. Также из напитков у нас идет шоколадное молоко, чай, маленькое шоколадное молоко и сок. А также шоколадки. Интересная черта швейцарцев, что они на завтрак едят сладкие вещи. То есть, если у нас в России завтрак это чай, бутерброд с маслом, бутерброд с сыром, с колбасой, то здесь едят шоколадный круассан или просто круассан с кофе и с джемом. Так, все, время поджимает, теперь надо быстренько отправляться, а то опоздаем. Классно, что школа находится от нас, от нашей булочной всего в 1 минуте. Вот так вот она выглядит. Ну все, мы подготовились к приему гостей. Сейчас будет очень-очень жарко, будет очень много детей, готовьтесь. Мы все успели, заранее подготовили, поэтому у нас есть время посмотреть на вид, который открывается сзади со смотровой площадки школы. А вот так вот выглядит сама школа. Грандиозное здание, но, как и все 90% зданий в Швейцарии, это здание тоже находится в аренде. И вот такие симпатичные домики тоже на заднем плане.
чтобы попасть внутрь школы, нужно просто подойти поближе к двери. И открывается волшебная дверь. Внутри в швейцарской школе нету ничего. Ни охраны, ни секьюрити, никого. Просто заходи и гуляй. Сегодня мы далеко не пойдем, потому что через 2 минуты начинается уже перемена. Так что ждем детей. Все, звонок начинается, сейчас пойдет. Блин, короче, облом. Нельзя тут, оказывается, снимать. В Швейцарии такие законы, что детей снимать вообще нельзя. Дети меня спалили, что я их снимал, теперь могут в суд за это подать. Оказывается, нужно письменное разрешение взрослых от родителей. Все это писать, звонить. В общем, целая бюрократия. Ладно, что не сделаешь ради классного видео. Еще, походу, один учитель взрослый тоже спалил, что я что-то снимал. Ладно, надо, короче, валить отсюда. Да смысла валить все равно, конечно, нету. Все равно ж меня знают. Завтра, я думаю, будет у меня серьезный разговор с директором. Короче, ничего в Швейцарии просто так не сделаешь. Постоянно нужны какие-то препоны преодолевать и отношения выяснять со всеми. И на все нужно разрешение. Вы прикиньте, даже когда я хотел на площади петь, и представляете, что здесь нужно? Тут не просто так вышел на площадь и поешь, да, как уличный музыкант. Здесь нужно было прийти в полицию, сделать им прослушивание. То есть я пришел, взял с собой микрофон, взял с собой фонограммы, под которые буду петь музыку, взял с собой костюмы, в которых буду петь. И делал концерт для 3 полицейских, которые сидели и оценивали, взять меня, допустить ли меня с моими песнями или не допускать. В тот раз, конечно, все классно прошло. Я им русскую калинку забабахал. Они такие: вау, круто, все. Так, поешь на вокзале, это самое, считается, злачное место. Так, можно тебе петь на вокзале, на центральной улице. И еще в одном месте, очень проходном. Ну, на центральной площади. Так что мне тогда повезло. Арвар, мерси. У нас в городе есть всего одна вот такая крутая машина на заднем плане, видите, Бентли. И вот этот мужчина, он держит все вот эти дома, которые сзади меня. Этот мужчина, он хозяин всех вот этих домов. Если честно, этого месью я уже давно выслеживал, хотел вам его показать. Потому что, как вы заметили, одет он совершенно просто, но он очень-очень-очень богатый. Один раз я покажу вам его дом, где он живет сам. Как вы знаете, в Европе, а в частности в Швейцарии, люди не гнушаются ездить на великах, на самокатах. Вот. У меня есть такое чудо техники, на котором я передвигаюсь от парковки до работы. И я получаюсь вообще в шикарном положении, потому что меня постоянно тянет собака. Лёва опять за свое. Срать он хотел на эту Швейцарию. Опять, пока нас никто не увидел, надо бежать. Пошли, пас. Давай. Ну все, по старому городу по вот такой брусчатке уже идти невозможно. Все, на этом мы наше видео заканчиваем. Я уверен, что вам было интересно сегодня со мной попутешествовать. Ставьте лайк, пересылайте другу, показывайте, как живут люди в Швейцарии и как живут собаки в Швейцарии. Все, желаю вам всего хорошего. Пока-пока и удачи.